В ночной тишине, нарушаемой лишь далеким, едва различимым гулом автомобильного шоссе и стрекотом невидимых в траве цикад, разворачивалась безмолвная драма, скрытая от глаз большинства людей. На пыльной обочине, в тусклом свете далекого фонаря, маленький лесной еж попал в жестокую ловушку, которая из-за человеческой небрежности едва не стоила ему жизни. Его голова намертво застряла в узком пластиковом стаканчике из-под фастфуда, выброшенном кем-то прямо из окна проезжавшего автомобиля. Для людей этот мусор был ничем, секундной прихотью, но для дикого зверька он превратился в смертельный капкан. Оставшись один на один со своей бедой в холодном ночном воздухе, еж в панике метался из стороны в сторону. Он то замирал на месте, то снова начинал хаотично двигаться, тщетно пытаясь сбросить этот прозрачный, но невероятно прочный панцирь. Пластик лишал его самых главных чувств, необходимых для выживания. Возможности нормально дышать, видеть опасность и ориентироваться в пространстве по запахам. Каждый шаг давался несчастному животному с огромным трудом. Лапки скользили по асфальту, а плотно облегавший мордочку стакан превращал обычный поиск еды и укрытия в мучительную и предрешенную борьбу за существование. Острые края пластика давили на нежную кожу, и с каждой минутой паника нарастала, забирая последние силы у маленького существа. Но в эту глухую ночь судьба, казалось, проявила к нему редкое милосердие. Мимо припаркованных на обочине машин проходил человек. Он возвращался домой поздно, погруженный в собственные мысли, но его взгляд случайно выхватил из темноты странное, неестественное шевеление прямо у колеса одного из автомобилей. Присмотревшись внимательнее в полумраке, мужчина с удивлением и жалостью понял, что это маленькое колючее существо отчаянно и безрезультатно борется за свою жизнь. Равнодушно пройти мимо было невозможно. Паника животного была слишком очевидной и осязаемой. Мужчина оказался в непростой ситуации. У него не было с собой никаких специальных инструментов, ножниц или плотных перчаток, которые могли бы защитить руки от острых ежиных иголок, а само животное — от случайных травм. Оставлять ежа в таком состоянии до утра означало обречь его на мучительную смерть от удушья или жажды под палящим солнцем. Не растерявшись, человек проявил изобретательность и решил использовать то, что лежало буквально под ногами. Две прочные, длинные и сухие деревянные ветки, упавшие с растущего рядом дерева. Спаситель начал осторожно, почти бесшумно подбираться к ежу, стараясь не совершать резких движений, чтобы не испугать и без того измученное животное еще сильнее. Еж, не видя ничего из-за матового пластика, ориентировался только на шорохи и шорох шагов, испуганно вздрагивая при каждом приближении. Используя подобранные ветки наподобие больших китайских палочек для еды, мужчина попытался зафиксировать край пластикового стакана. Это была по-настоящему ювелирная, хирургическая работа. Одно неловкое или слишком сильное движение могло сильно поранить испуганного зверька, сломать ему лапку или, что еще хуже, загнать злополучный стакан еще глубже на его голову, окончательно перекрыв доступ к воздуху. Первым делом спасителю удалось подцепить тонкими концами веток внешнюю крышку от стаканчика, которая держалась на ободке. Сделав аккуратное, но уверенное движение вверх, он поддел ее и снял. Это маленькое действие мгновенно принесло плоды. В образовавшееся отверстие хлынул поток прохладного ночного воздуха. Это существенно увеличило доступ кислорода и позволило бедному ежу хотя бы сделать первый за долгое время глубокий спасительный вдох. Но, несмотря на этот промежуточный успех, главная проблема все еще оставалась нерешенной. Основная, самая плотная часть пластикового стакана по-прежнему намертво сидела на голове животного, закрывая глаза и уши.
Еж, почувствовав прилив воздуха, не успокоился, а наоборот начал метаться с удвоенной силой. Его иголки вздыбились плотным защитным щитом от сильного стресса, а сам он, ведомый первобытными инстинктами, никак не мог понять, что находящийся рядом огромный человек не пытается его съесть, а тратит все свои силы на его спасение. Для дикого зверька любое прикосновение в такой момент казалось нападением хищника. Мужчина проявил колоссальное терпение. Раз за разом он аккуратно сжимал сухими ветками края жесткого пластика, пытаясь зацепить его у самого основания и стянуть с мордочки. В какой-то момент, выбрав удачный угол, он даже слегка приподнял ежа над землей, удерживая его исключительно за злополучный стаканчик. Однако упругий, деформированный пластик словно прилип к шерсти и иголкам и никак не хотел поддаваться, соскальзывая из деревянных зажимов при малейшем натяжении. Время шло. Руки человека начинали уставать от напряжения, но он не бросал попыток, понимая, что является единственной надеждой этого крошечного существа. И вот, после целой череды напряженных, изматывающих попыток, когда ветки в очередной раз плотно и надежно зажали неподатливый ободок стакана у самой земли, мужчина приложил чуть больше направленного усилия. Раздался отчетливый резкий хруст. Жесткий пластик наконец-то не выдержал давления и лопнул пополам. В это же самое мгновение испуганный и ошеломленный еж издал тихий, пронзительный и невероятно трогательный писк. В этом коротком звуке, похожем на детский плач, смешались все эмоции, накопленные животным за время плена. Первобытный ужас, боль от сдавливания и мгновенное, оглушительное облегчение от внезапного освобождения. Пластиковая ловушка развалилась на части, и колючий ночной путешественник снова оказался на свободе, сбросив с себя оковы человеческого мусора. Оказавшись на теплой земле без своего прозрачного плена, еж на секунду полностью замер, словно оглушенный внезапно вернувшимися звуками и запахами большого мира. Он не бросился бежать сразу. Вместо этого он недоверчиво покрутил головой из стороны в сторону, активно принюхиваясь к свежему ночному воздуху, который теперь ничто не преграждало. И, как показалось человеку, на мгновение посмотрел прямо на своего спасителя. Вся эта сцена, наполненная драматизмом и напряжением, заняла совсем немного времени, но для маленького лесного жителя она стала настоящей разделяющей чертой между неминуемой, мучительной гибелью на обочине и продолжением его естественной жизни в лесу. Мужчина с облегчением вздохнул, выбросил ветки и с доброй улыбкой проводил взглядом спасенного зверька. Еж, окончательно придя в себя и осознав, что опасность миновала, быстро заковылял в сторону густых кустов и вскоре полностью скрылся в спасительной ночной темноте. На сером асфальте остались лежать лишь бесформенные обломки пластика, немой памятник человеческого равнодушия и одновременно свидетельство того, как важны в нашем мире искреннее сострадание, терпение и готовность прийти на помощь тем, кто не может попросить о ней сам.